Здесь нельзя снимать здесь. Почему? Потому что в Дубае съемки на профессиональное оборудование запрещены без спецразрешения. А нам-то можно? А нам можно. Ну что, поехали? Всем привет! Нас зовут Валерия и Виктория. И мы находимся на Blue Water Island. На самом деле съемка здесь запрещена, поэтому любителям поснимать на профессиональную камеру запомните, вам обязательно нужно получать спецразрешение. Иначе вас ждет очень большой штраф или даже тюремное заключение. Ну что ж, ребят, сегодня мы будем вашими проводниками в крайне эксклюзивное место, находящееся в городе Дубай. В будущем на этом канале мы покажем самые шикарные места, самые необыкновенные, покатаемся на крутых автомобилях, а также попробуем все, что только возможно. И расскажем вам всю правду о жизни близнецов и раскроем все тайны о феномене. Помимо этого мы привлечем на канал близнецов со всего мира. Как так бывает? Два одинаковых тела, но разные души. Интересно? Ну что, поехали! Ну что, давайте знакомиться. Как мы уже сказали, нас зовут Виктория и Валерия. Угадайте, кто где? Мы же близнецы, как вы уже заметили. И родились при очень необычных обстоятельствах. 7 июня 1987 года. В то время не было УЗИ, и родители ждали одного мальчика. Когда мама лежала на сохранении, и отец приехал забрать ее из роддома, санитары осчастливили его, сказав: «Мы вас поздравляем, у вас 2 дочки». Папа после этого 3 раза упал в обморок. Ну, наверное, примерно так же. Нас там не было. Как рассказывала наша мама позднее, мы родились в воскресенье. Это был праздник Святой Троицы, солнечный день. Именно в этот день в роддоме родилось 3 пары близнецов. 2 мальчика, мальчик с девочкой и 2 девочки. Собственно, они перед вами. Нам часто задают вопрос: а вы общаетесь с теми близнецами, с которыми родились в один день? Сразу скажем нет. Ну что, скажите, как вы думаете, какой самый популярный и часто задаваемый нам вопрос? А вы близняшки или двойняшки? Постараемся ответить как можно подробно и четко. На самом деле в медицине нет понятия двойняшек. Есть понятие разных видов близнецов. Однояйцевые, многояйцевые. Кстати, однояйцевые близнецы рождаются из одной яйцеклетки, а эмбрион уже потом делится на 2 или на 3. То есть это своего рода внутриутробное клонирование. Именно поэтому друг друга мы называем клонами. И все наши друзья-то знают, как мы записаны друг у друга, когда телефон звонит. Клон. Это была моя идея, между прочим. Вечная борьба у близнецов, кто же из них первый. Помимо этого, однояйцевые близнецы – это всегда будут дети одного пола. Они очень похожи, и отпечатки пальцев у них практически идентичные. Ну, не на 100%. А вот разнояйцевые близнецы, они появляются при оплодотворении 2 и более яйцеклеток. И вообще, если взять всех близнецов мира, из 100% 70 приходится на разнояйцевых близнецов, а всего лишь 30% на однояйцевых, то есть на нас, так что в мире нас не так много. От Бога или от дьявола? Близнецов всегда воспринимали по-разному. И не всегда считалось это радостным событием. Например, в племенах Америки вообще считали это дурным знаком, доказательством измены жены. Иногда даже со злым духом. За это ее могли наказать или даже убить. А вот коренные жители японских островов Айны изгоняли женщин, родивших близнецов. Они считали это некой болезнью, которой можно заразиться. И тогда все женщины вокруг начнут рожать 2 одинаковых детей. В Перу, например, вообще убивали 1 или 2 близнецов сразу после рождения. Ну и в разных народах их мучили, изгоняли, убивали. Ну, все потому, что они считали, что женщина
может родить только одного ребенка. Что близнецы – это дети, которые больше похожи на животных, нежели на людей. Что один из близнецов не настоящий. И как такое может быть? Одна душа разделилась на два тела. Поэтому считалось, что от одного нужно срочно избавиться. Как хорошо, что мы живем в наше время. Yes. Такая жестокость на самом деле происходила из страха перед мистической связью между близнецами, которую просто невозможно было объяснить. Но не всегда мистическое стремились уничтожить. Например, в племенах Ашанти в Гане близнецы становятся супругами друг друга или приближенными вождя, а в Судане вокруг них проводят разные ритуалы и церемонии. Индийские племена вообще закатывали огромный праздник в честь рождения близнецов, так как считалось, что это подарок свыше. А как считаете вы? Пишите в комментариях. Это первое видео на нашем канале. И сейчас ваша поддержка для нас очень важна. Пишите комментарии, был ли у вас когда-либо опыт взаимодействия с близнецами в вашей жизни. А может быть, вы и сами являетесь близнецами? И есть вероятность, что следующий ролик мы снимем именно с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень нужна ваша поддержка. Спасибо!